Приветствую всех, друзья. С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня пятница. Это значит, что мы с вами посмотрим расклад на картах Таро по вариантам. Мысли, чувства, действия, возможные решения вашего загаданного мужчины, женщины. Расклад Таро будет проходить на различных инструментах. Тайм-коды найдете в описании. Первое — Таро Ева, Таро оппозиции и Таро Мухи. На какой колоде вам гадать, выбирайте сами. Мы начинаем с вами смотреть. Так, давайте посмотрим сперва ситуацию, которая у вас, да, происходит между вами, возможно, да. Между вами что-то происходит. А вот что происходит? Ну, здесь женщина пытается сохранить те чувства, которые есть, да. То есть вот как минимум женщина не хочет пока торопиться, хочет удержать партнера, мужчину, скорее всего, да. Ну и хочет сохранить, скорее всего, те отношения, те чувства, которые были, да. То есть, ну, любит, ждет, вот такое вот, надеется на отношения, да. Пытается добиться своего, да. Чувствует некую такую, знаете, какое-то ощущение у меня есть здесь. Отстраненность, но все равно пытается, вот, все равно вот надеется сохранить то, что есть, да, вот. Прикладывает, возможно, усилия. Может быть, этих усилий не так много, не так много осталось, да, вот уже вот даже так. Есть такое, знаете, как будто бы прогорание, выгорание, да, или, может быть, эмоциональное где-то выгорание происходит. То есть есть некая такая, как бы, усталость от вот этого всего процесса, да. Все-таки девятка жезлов — это уже достижение результата, да, как минимум. Ну, хочет достичь результата в отношениях. Ну, а мужчина здесь, он, знаете, он такой вот, он и здесь, и там, и вашим, и нашим. Рыцарь свечей, по сути, рыцарь огня, да. То есть он как любовник, он, ну, как бы и не вместе, и не врозь. Вот он, ну, это больше такое про дистанционное отношение все-таки, да. То есть приехал, уехал, или, ну, постоянно там где-то там чем-то занят. То есть как бы я бы не сказал, что если здесь вот прямо все плохо. Нет, это неплохой, как бы неплохая ситуация. Здесь вот что-то уже достигнуто, но все равно женщина как бы в одной стороне, а мужчина как бы в другой стороне, да. Далее. Давайте посмотрим. Вот тут посмотрим, что думает женщина и что думает мужчина по этому поводу. Здесь вот такая яркость, контрастность, точнее. Итак, мысли мужчины, женщины, точнее, женщины. Женщина себя чувствует одинокой, а вот и чувствует, что и мужчина как бы отдельно от нее, да. Вот тут такое может быть даже ситуация, где, ну, отношения уже там долго, да, там больше 10 лет, да, то есть как бы не чувствует какой-то, не чувствует огня, прогоревшее оно все-таки. Что думает мужчина? То есть женщина чувствует себя одинокой, и мужчина отстранился, да, думает, что он отстранился. Что думает мужчина? Мужчина занят самим собой, император, вот, как бы, знаете, он доволен собой и доволен своей формой, то есть его все устраивает, и в принципе ему ничего менять не хочется. Он, может быть, даже и не может пока что менять в силу своей, давайте назовем это, силу своей осознанности, да, то есть он вот на таком этапе, где он должен что-то доделать, досовершить, доказать, допустим, кому-то, может быть, подтвердить свой статус. Вот этот даже круг рунический вокруг него здесь, это, знаете, как бы он еще не закончил свой цикл, да, поэтому что думает мужчина? Мужчина думает о том, что, в принципе, особо старается ни о чем не заморачиваться, что женщина никуда не денется здесь. Вот, женщина здесь подождет, вот, да, и вообще весь мир подождет, когда он самореализуется, да, вот как-то там закончит свои дела. Чувство женщины здесь, давайте посмотрим. Ну, здесь она тоскует, грустит, печалится и вспоминает, да, вот, может быть, лучшее, да, что-то из отношений, какие-то моменты такие, да, то есть она действительно здесь вот
одна одинешенька, как говорится, да. Ну а мужчина здесь что чувствует? Нет, он как бы не отпускает, да, то есть тепло в сердце этого мужчины, оно сохранено. Да, вот даже вот часы вам 10 часов 30 минут ударили. То есть он как бы держит эту любовь, эти чувства, да, вот эти теплые отношения. Ну, он дарит он цветок до сих пор, да, то есть, может быть, присылает цветы, букеты, да, а она сидит где-то во Франции, там, кафе, да, и пьет там какой-то шоколад горячий. Смотрите, нет, здесь как бы женщина почему-то, у меня такое ощущение, что она напрасно печалится, да, но всякие же периоды у мужчины бывают в жизни, да, иногда ему нужно как-то встать на ноги, да, доказать что-то, да, но он ее не отпустил еще, давайте так. Какие чувства, переживания к ней? Чувства есть, может ее отпустить, забыть, да, пытается сохранить огонь, тепло. Вот давайте посмотрим, что будет делать женщина, или что ей желательно делать, или как себя вести, вот такая вот. Ну, здесь, смотрите, здесь король перьев, и здесь можно как бы, ну, во-первых, это другой мужчина, абсолютно. Во-первых, здесь как бы такой посыл идет, что можно обратить внимание на мужчину постарше, потому что это все-таки рыцарь, это король. С другой стороны, можно подождать, потому что это все-таки тоже тот же самый квадрат Юпитера, поэтому у меня такое ощущение, что все-таки женщине стоит здесь подождать. Охладить свой ум, возможно, этот спасатель, да, ну, как бы он трансформируется, да, идет же трансформация в более что-то, какую-то другую структуру, трансформируется в какого-то другого человека, вот, поэтому, ну, давайте так, какие советы женщины? Женщине и что будет делать женщина? Женщина подождет здесь, и желательно ей подождать, не делать резких движений. Что будет делать мужчина, да? Что будет делать мужчина? Но мужчина будет расти и самоутверждаться на уровне материального, да, вот мужчины, они больше такие все-таки материалисты, им нужны деньги, работа, бизнес, власть. Вот, поэтому, что будет делать мужчина, вот тут вот та самая ситуация, где женщине придется подождать, и мужчине немножко подрасти. Ну, если у вас уже нету времени ждать, пока кто-то подрастет, или наоборот, вы как мужчина, да, не можете видеть эту печаль, да, тогда что делать, да, давайте вот так пойдем сегодня. Ну, тогда десятка чаш, женщина все равно будет почему-то ждать. У меня такое ощущение, вот у нее затяжной какой-то такой прыжок с парашютом, парашют у нее есть, он раскроется, то есть время еще есть лететь. Ну, обычно там летят, там сколько там, несколько секунд, да, 10-8. А потом надо уже открывать парашют. Ну, а тут 10 надо лететь, да, то есть вот как-то так. Ну, здесь какой вот, если нет, то тогда все равно ждать, да. Вот медленный расклад здесь со стороны женщины. Но вот у мужчины все-таки давайте посмотрим. Если нет, тогда что? Ну, тогда здесь... А у мужчины, как ни парадоксально, если нет, то его мир в том формате, который был, он без этой женщины, он уже не будет. Ну, тогда жизнь изменится. Если не с этой женщиной, у этого мужчины, тогда жизнь у него изменится, она не будет вообще похожа на то, что есть. Абсолютно, то есть она будет совершенно другая. Да. Давайте посмотрим, а какой она видит друг друга, да, вот так вот. Вот какой она видит этого мужчину. Но она его и видит победителем, знаете, таким, который вот все время добивается. Она его как бы, может быть, даже и не обвиняет, этого мужчину. Просто вот он такой вот там, то он там пошел пожар тушить, то он потом взял там в руки чашу, там бубен, и начал там что-то там делать какие-то манипуляции со звуками, да, то есть, ну, он лидер, ему надо вот трансформироваться все время. А у него, у этого мужчины, кстати, постоянная вот трансформация, у него старшие арканы выпадают, обратите внимание. Эта женщина здесь как бы брошенная, отдельная,
отдельно от него в какой-то отдельной реальности. А у него тут серьезное событие, жизнь бьет ключом, да. Какой он видит ее? Давайте посмотрим. Он ее какой видит? Ну, она для него солнце, видите, поэтому он ее, скорее всего, и забыть не может, да, и где-то она его даже, вот он, может быть, даже ради нее там трансформируется, да, вот суд этот, да, ради нее идет, и вот этот император, да, вот, то есть он взрослеет, как бы. То есть здесь, вот смотрите, женщина как бы выгорает за счет того, что она катализатор, она прогорает для него, для мужчины. Мужчина здесь развивается, она как бы вот стимулирует его рост, да, вот. Но при этом здесь какой-то, знаете, вот у меня почему-то они друг друга видят как огонь, да. Здесь вот мне почему-то пламенные близнецы, тем не менее, как бы она не страдала, она здесь счастлива, она готова там, может быть, подождать, поэтому здесь вот такая любовь. Один где-то для себя вот развивается, да, а другая вот это вот ждет, наблюдает, каким-то образом его подпитывает, вот, и в этом счастье, тем не менее, да, для нее. Ну и давайте посмотрим, а можете ли вы быть счастливы вместе вообще, или вот в тех условиях, в которых вы сейчас находитесь, да. Да, это ваша зона комфорта, в принципе, потому что вам и нельзя быть много вместе, потому что когда вас много, вас становится много, да, то есть вот это много-много вам немного, как говорится, не нужно, оно много. Смотрите, у вас и должны быть вот эти вот, вы сошлись, как пламенные близнецы, чтобы друг друга не сжечь, да, вот эта вот карта центральная, она между вами огонь. Вам нужно расходиться, чтобы вас много-много для себя не было, да, друг для друга. Поэтому, да, вы можете быть счастливы, но когда это не в избытке. Услышали? Девятка чаш — это перенасыщение, да, такое вот уже. Поэтому вот такой формат пламенных близнецов. Если вы сольетесь в одно, вы сгорите еще быстрее, да, девятка. А будете ли вы вместе, да, в конечном итоге? Давайте посмотрим. Здесь повешенный, и скорее всего, да. Скорее всего, да, он выпал, кстати, он перевернутый, дивно, да, тут, не, ну, у меня это как колода перевернутая просто была. Нет, выпал он нормально, в принципе. Да неважно, здесь мы по прямым картам все смотрим, ее можно только прямую смотреть. Смотрите, здесь, да, вы будете вместе, это все-таки пламенные близнецы и какие-то кармические отношения, которые могут длиться, ну, не одну жизнь вот между вами, да, вот так вот. Ну и последнее, просто совет второго в этой ситуации, кто бы вы ни были, мужчина или женщина, да. Ну, смотрите, во-первых, это волнение, да, и наблюдение. Постарайтесь просто не волноваться, да, зачем жить и волноваться, если можно жить и не волноваться, вот она. Вот, с одной стороны. Ну и с другой стороны, постарайтесь поддерживать какие-то связи с вашим партнером. Ну и постарайтесь контролировать, насколько вы волнуетесь, когда есть или нету связи между вами. Возможно, в этом психозе и таится вот эта вот тайна того, что вы постоянно либо гадаете очень часто на это, ну и вообще волнуетесь. Потому что эта карта, именно вот совет, это волноваться, да. Ну а волноваться все-таки, волнение здесь, знаете, как у женщины здесь депрессия. Мужчина здесь, как бы, ну, она не в депрессии, она как будто бы потеряшка такая. А мужчина здесь вот он как бы сам в себе. Поэтому, знаете, как проявите внимание друг к другу. И проявите внимание, насколько вы при этом волнуетесь, и отрегулируйте это. Возможно, это добавит вам ощущение счастья в вашу жизнь. Я постоянно достаю эту карту. Почему? Потому что как бы пытаюсь укрепить этот слайд в вашей нейровселенной, да, для того, чтобы это происходило в конечном итоге, да. Ну или произошло.
Потенциал здесь есть, но отношения кармические, близнецовые и, знаете, такие дистанционные. Сошлись, разошлись, сошлись, разошлись. Да, как качельки такие. Далее, позиция номер 2. Давайте посмотрим, что тут может быть. Давайте посмотрим, ну вот, пойдем по такому принципу, как вчера, предыдущий, точнее расклад. Ну вот, слева женщина, справа мужчина, и что между вами ситуация. Женщина здесь, знаете, как вот у нее четверка мечей, какой-то, ну вот, знаете, как будто умирает, да, вот. Может быть, знаете, пытается забыть уже, да, вот это все-таки больше такой сон, отдых, а это вот больше смерть такая, да. Ну, давайте так скажем, женщина пытается забыть то, что было, да, или отпустить. Мужчина здесь перевернутая тройка пентаклей, а у мужчины рушится мир. Видите, у меня такое почему-то ощущение, что между вами произошла какая-то, ну, критическая ситуация. Ссора, скандал, разрыв, побили его вершки. Ну, вот посмотрим, что еще в центре, да. В центре у вас тут, да, смотрите, здесь получается девятка, да? Да, это девятка? Да, девятка пентаклей. Кто-то что-то, знаете, не поделили вы все-таки. Не поделили материальное что-то. Ну, смотрите, так вот дарю, да, дарит он женщине подарок. А так вот женщина там забирает, ну или мужчина что-то забирает. Судя по тому, как у мужчина чем-то опечален, получается, но это со стороны женщины идет. А вот мужчина тут прям как умер, как будто бы женщина что-то попыталась забрать у мужчины. Женщина попыталась забрать у мужчины, и мужчины рухнул мир, да. Ну, смотрите, ваш конфликт, он на почве денег по второй ситуации. Давайте посмотрим, что женщина думает по этому поводу. Нет, не хочет она отдавать ничего. Она хочет вот... Она, во-первых, злится. Ну так еще, знаете, не ярится, а злится. То есть женщина злится. Женщина сопротивляется этому. То есть, как бы, да. Давайте посмотрим, что думает мужчина. Ну, мужчина тут все плохо тоже, да. Тут четверка жезлов. У него мир рухнул. Ну реально, посмотрите. Да, вот четверка жезлов так прямая, было все хорошо. То есть у меня такое ощущение, что женщина здесь играючи, что-то забрала себе, и из-за этого у мужчины рухнул мир. Может быть, мужчина недооценил своих возможностей. Может быть, женщина переоценила возможности мужчины. Вот такое. Но, может быть, и мужчина, играя, что-то сломал, да, такое, забрал у женщины. Ну, тут больше все-таки женщина забирает, да, вот по этой карте. Ну, как карты говорят, так мы и видим, да. Тут уже смотрите по своей ситуации. То есть, один у другого что-то забрал такое, что забирать нельзя, от чего рушится мир. То есть, ну, это как идет разочарование, знаете, там пишут, я вас разочаровалась или разочаровался, да. Ну вот, не очаровывайся, да, то есть произошел вот именно, знаете, как точка кипения, да, или точка невозврата, вот так вот, да. Ну, давайте смотреть дальше. По центру что здесь происходит? Здесь восьмерка жезлов. Ну, смотрите, поторопились. Или перегорели, или поторопились. Ну, вот. Потому что здесь четверка погашена, четверка огней, здесь пятерка огней, а здесь восьмерка огней, да, вот огня. Во-первых, могли перегореть. Да, увидели вдруг в друге какие-то такие качества, которые, знаете, не сразу же не открываются, никогда сразу там. Ну, это может быть что-то такое яркое, что человек там не приемлет, да, оно сразу видно. А может быть, это годами. То есть, знаете, все, хватит, да, вот оно висело, и потом бум, и загорелось. И сгорело за 5 минут, да, там, или за 2 дня, или за 3, или за 10 секунд. Вот здесь вот кто-то доигрался почему-то, да, и женщина
женщина еще играет, видите, это еще как бы игра идет. Это вот уже драка, да, а вот это игра. Мужчина уже не играет. А что между этим, да, вот этими мыслями, да, как бы оно не зависло, оно взорвалось. Это взрыв такой, ну, хлопок, да, хлопки, да. А что чувствует женщина при этом? Ну, женщина тоже чувствует, что дело пахнет керосином, смерть. Но вот я вам скажу так, вот женщина здесь, она вот все-таки смерть, это роковая карта, да, вот роковая женщина, да. Женщина здесь давит, продолжает, да, она вот и знает, она уже видит и понимает, что жопа, да, вот всем тут в этом раскладе. Вот, она все равно вот продолжает свою игру, еще и смерть, да, в чувствах. То есть это, вот, знаешь, как бы я не отпущу тебя, я вот тебе буду делать вот так вот, да. Может, это ваша соперница, как у женщины, ну, смотрите, это может быть тоже так. Что мужчина чувствует при этом? Давайте смотреть. Мужчина здесь подуныл, вообще капец, ему плохо так капец, очень сильно. Император перевернутый, видите, прямой он такой на позитиве, бодряк такой мужичок, да. А тут вообще скис вообще. Вот знаете, здесь вот прямо или, может быть, вы переживаете смерть какого-то человека, да, ну, такую вот духовную, ментальную, да, может быть, даже физическую, потому что здесь, знаете, как мужчины, тройка, перспективы закрыты, четверка жезлов, в мыслях энергии какой-то нету, она полностью перевернутый император, какая-то деструкция, то есть мужчина здесь полностью страдает или уничтожен полностью, или физически его уже нет. Причем тут смерть со стороны женщины, да, то есть это как бы вот это из-за него, точнее, это из-за вас с ним это происходит, да, понимаете, то есть из-за женщины, с ним это из-за женщины происходит. Ну, давайте, что тут чувственная половина, это четверка пентаклей. Видите, здесь идет потеря мира. Здесь вы реально что-то не разделили. И она перевернута, эта четверка пентаклей. Ну, вот так вы бы еще как бы это еще как бы устраивало друг друга. А так вот, знаете, здесь, знаете, как женщина в что-то вцепилась в свое, да, и это прямо все. Мужчина этого уже не вынес, да. Ну, это материальное. Материя, и даже вот Юпитер перевернутый. Это перевернутая материя. Смотрите, если мужчины смотрите этот расклад, можете даже не сильно печалиться. Женщина здесь такая материалистка. В принципе, ее интересуют только деньги. В конечном итоге. Материальное обеспечение. Вот она будет у вас там. Ну вот. Интересоваться только вот деньгами. Ну, если вас это устраивает, ну, тогда почему вы такой вялый, такой дохлый император, да? Здесь вот сюда, вот отсюда берется энергия, в том числе и материальная, и перекачивается сюда. Вот здесь вампир. Не обижайте женщины сегодня. Вы сами знаете, где вы вампирите. Вот. Ну, давайте посмотрим, возможно ли здесь быть счастливым вообще. Ну, что я смотрю, только женщина тут может кайфовать. Да вряд ли здесь можно быть счастливым. Тройка кубков еще и перевернута. Я вообще бы рекомендовал бы тут разойтись как можно дальше. Если женщине здесь это еще выгодно, то мужчине здесь только будет плохеть. Но, тем не менее, это я на центр ложу. Давайте посмотрим, как может быть хорошо женщине и как мужчине. Ну, видите, у женщины тут материальный интерес, да? Ну, так тоже может быть. Материальная поддержка, защита. То есть ей вот давай, дай. А у этого, знаете, такая пословица. Ваше дай за наше на. Ну, а здесь у него, видите, колесо фортуны, да, и прямая. То есть у него карма, он отрабатывает карму. Видите, мужчина... Где-то, возможно, в прошлой жизни или в прошлых отношениях. Мания величия, звездная болезнь. Ну вот так. Потом хлобысь. Попал. Но, тем не менее, смотрите. Здесь судьба. Что женщина акцептор. Тянет, да.
этот донор, да, отдают. Ну, такое. Ну, у меня такое ощущение, что почему-то у меня идет, что мужчина отработал карму. Ну, сейчас посмотрим здесь. Посмотрим. Я же как там мужчин поддержать, да. Дальше. Смотрите. Вообще, вот смотрите, как называются эти отношения? Вот он мне из потокового приходит, да, этот вопрос. Как это называется? Что это, да? Знаете, бывает иногда вот уже в отношениях, и ты не знаешь, как это, что это. Что это? Эта женщина управляет всем. Ну, так она еще ведьма. Темная ведьма. А так она светлая ведьма. Ну, тут такая ведьма-блондинка. То есть, что это? Это власть женщины, это матриархат. Все. И здесь вот оно может быть даже, этот мужчина, он как бы немножечко во власти этой женщины. Здесь. А если вы смотрите на отношения, где вмешалась женщина, то мужчина здесь теряет себя, деньги, бизнес, здоровье, сходит с ума. Но он как бы вроде и с вами, и не с вами одновременно. Вот так такое может быть. И страдает очень сильно. Что решил здесь каждый из партнеров? Что решила женщина? Что решил мужчина? Ну, давайте посмотрим, что решила третья, да, сторона, если она вдруг есть, да, если вы смотрите. Ну, смотрите, женщина здесь будет проявлять интерес. Ей, вот этой женщине, ей интересно вот так вот, до конца там докапываться, да, до глубин, да. Но она будет заигрывать, она будет там затягивать, подманивать, да, там вот будет проявлять инициативу, общаться, третье, десятое. Что мужчина здесь? Здесь умеренность перевернута, здесь это, знаете, как он будет все еще сильнее зависимый. Вот так как бы контроль, да, ну еще как-то мы контролируем ситуации. Белый ангел, падший ангел, да. Мужчина здесь будет, он будет все больше и больше пропадать, распадаться. То есть он будет, давайте так скажем, он будет менее предсказуемый и более уязвимый. И ничего хорошего он не предложит. Да? Вот предложение хорошим это не скажет. То есть это антигравитация души, это отталкивание. То есть это будет только ухудшать ситуацию. Мужчине станет еще хуже, к сожалению. Ну и вот это вот либо третья сторона треугольника, либо вот суммарное математическое, к чему вы можете прийти, да. Ну, здесь десятка жезлов, смотрите, мужчина в конечном итоге рано или поздно отработает свою карму, просто уйдет отсюда и все. Здесь вся соль в том, что, возможно, женщина сильно много хочет. Либо мужчина совсем ничего не может. Но тут нужно тогда разбираться, почему так, да. Ну, вот такой интересный расклад получился. Еще хотел добавить, будете ли вы вместе. Последняя карта. Все-таки давайте сюда добавим. Справедливость перевернута очень вряд ли. Очень, ну, понимаете, да? Тут эти карты, они настолько просты, что никак ты их не обыграешь. Тут вряд ли. Вряд ли. Ну, скорее всего, карма, когда у мужчины будет окончена, когда он там, у него озарение произойдет. Сколько ж можно вот это вот все. Да. І як кажуть у німців, йобен забітте. Чули таке чи ні? Напишіть мені, чули чи не чули. Вот. Ну, давайте так. Третий расклад. Какая у вас ситуация? Посмотрим, да? Ну, а потом посмотрим там, мысли, чувства, действия и так далее. Ну, на 3, да? На 3 карты. Кто смотрит треугольники, кто смотрит, там, возможно, суммарная, да, среднеарифметическая ваших отношений. Слева женщина, справа мужчина, а в середине или третий в этих отношениях, или как бы то, что происходит, да? Ну, смотрите, здесь как бы автор ситуации мужчина. Вот.
автор ситуации мужчина. Со стороны женщины тут тоже мужчина. Женщина, может быть, даже от мужчины здесь страдает. А суммарно, или то, что между мужчиной и женщиной, здесь дружба, отношения, чувства. Поэтому здесь как минимум женщина страдает в чувствах от мужчины. Ну, пока я вижу здесь такое какое-то хорошее страдание. Мужчина здесь водолей, мужчина здесь рак может быть, женщина тоже может быть водолей или рак. Ну, такое воздушно-водное. То есть друг друга волнуете вы, окей? Ну и мужчина здесь любит. Смотрите. Женщина здесь, в принципе, нуждается в поддержке мужчины. Мужчина любит женщину. Между ними дружба, любовь. Окей. Вуаля, хороший расклад, да? Это говорите, что я все время плохие какие-то делаю. Нет, ну иногда же конфликты есть. Да? В жизни ж не только карамельно-мармеладные, да, отношения. Нет. В основном-то оно наоборот. Все. Ну ничего. Что думает женщина о мужчине сегодня? Ее мысли. Ее мысли, она зависит. Да? Она зависит, и она думает, что он зависит. То есть это такая созависимость. В общем, она о нем думает, что он от нее никуда не денется, но и в то же время не представляет себя без него. Да? И думает, что это карма. Да? Вот так вот даже. Что он думает? Он немножечко пока сомневается, но больше сомневается в том, что будет успех в отношениях, и может быть его деньги как-то, да, там работа смущает, то есть он не до конца уверен в материальном аспекте, в материальной стабильности какой-то. Но что между ними? Между ними они могут еще не понимать, что все кончено. Они этого могут не замечать пока. Почему? Потому что тут рыба. А это подрыбье какое-то, да, такое. То есть отношения этих двух, оно как бы очень плотное такое, да, с одной стороны. А с другой стороны, они могут не подозревать, что все закончилось. Давайте посмотрим, почему так. Тогда посмотрим чувства женщины. Почему так? Или кто там за этим, или что там за этим. И чувство мужчины. Вот здесь вот мы и будем, да, искать вот эту причину в интуиции, в чувствах. Ну, во-первых, женщина здесь, да, в чувствах, чувствует какую-то магию. Может быть, это ее магия, да, женская. Может быть, это вот кто-то там подмагичивает. Ну, потому что рыбка тут есть. Она никуда не девалась, да. И тут десятка мечей. Прям было хорошо-хорошо. Потом хлоп, как пошептала, да, как... Ну, такое тоже бывает. Смотрите, король чувств в середине. Здесь очень пахнет магией. Очень пахнет магией. Пока. Но здесь, может быть, и мужчина разлюбил. Паш, рыцарь, король и десятка, да. Но смотрим, что в чувствах у мужчины. Это регулирование, кто-то химичит. Мужчина здесь химичит. Мужчина химичит. Давайте так. Я пока эту десятку, ну пусть она будет. Она есть в мыслях, да, может быть что-то должно прекратиться. А что чувствует женщина? Женщина чувствует магию и чувствует, что мужчина ее к себе, ну это знаете, вот это химия. Вот она химия. Это же карта химика, алхимика. То есть женщина чувствует химию, мужчина чувствует химию. И между ними вот король чаш. Нет, я вижу здесь пока любовь. Возможно, вот эта вот десятка мечей, ну это что-то должно прекратиться такое, что обуславливает женщину все-таки. Но обуславливает и женщину, и мужчину, потому что и мужчина здесь сомневается, потому что что-то должно решиться. Здесь вот почему-то пока идет позитивный расклад. Вообще сама колода достаточно позитивная. Она теплая, да, такая идет. Как ламповая, да. Поэтому в чувствах женщины к мужчине он ее возбуждает, вот огонь в ней и так далее, да, а у мужчины то же самое, у мужчины химия. И вот эта вот химия порождает триумф чувств мужчины. Я вам скажу так, что все-таки мужчина своим интеллектом и какой-то своей глубинной, это на уровне чувств, глубинной энергетикой, вот околдовывает эту женщину и все. То есть он над ней как бы маг, он над ней имеет власть, да, и женщина это чувствует, понимаете. Но с другой стороны, она тоже рассчитывает на это, понимаете, да?
Может быть, она там готова даже убить его, да, никому не отдать. Вот такая ревность может быть между ними. Они могут друг друга ревновать вот по этой карте, да. Что будет делать женщина? Действия женщины, действия мужчины и обстоятельства, да, или третьей стороны, или там действия, или, ну, что будет происходить. Что будет делать женщина? Смотрите, пятерка чаш, она будет грустить, тосковать, то есть будет такое пассивное уныние, да, выжидание какое-то, да. То есть в действиях у нее активности не будет, и она, ну, подождет. Это подождать всегда. Что будет делать мужчина? Мужчина здесь будет делать, пытаться управлять ситуацией, пытаться, знаете, как немножечко так мягенько, лайт, подогнуть женщину, да, так лайтово. Лайтово. Угу. Лайтово подогнуть, да, то есть будет влиять на нее. Но я вам скажу, что мужчина здесь, скорее всего, маг. Женщина это чувствует. И его магия, она и в интеллекте. Смотрите. И в чувствах. Он и утонченный, и брутальный, и умный, глуп. Вот он насыщенный, он искусный. Искусство. Он алхимик, маг, вот такое вот, да, то есть может начудить, зачудить с ним. И не скучно, и можно поскучать. И не грустно, и можно погрустить, да, и небезопасно, экстремально, и наоборот комфорт. То есть он целостный, да, вот как. Ну и что между этим еще и видите, и король жезлов. То есть смотрите. Здесь настоящая магия, огонь, очень много огня. Мужчина здесь настоящий маг. Смотрите, как часы бьют, прям 11 часов. Что для вас значит 11, напишите. 11 для меня это в комментариях, вот вам, если этот расклад смотрите. Потому что здесь и 10, и 11, и 12. Прямо 10, 11, 12, да. 12. А 13 это королева, а 14 это король. Не хватает только Юпитера, да. И все. То есть здесь может быть даже такая, вот знаете, где у женщины двое мужчин. У женщины двое мужчин, потому что здесь вот король есть и второй король, да. И здесь вот женщина будет тогда зависима от этой ситуации. Возможно ли, то есть, что будет происходить между вами, будет усиливаться власть мужчины. Мужчина будет владеть ситуацией, пытаться, да. Причем здесь даже 3 короля. Он еще король чаш. Поэтому мужчина здесь будет поглощать эту женщину, да, полностью так, ну, как бы закрывать ее, как бы. Здесь, ну, это неплохо, но это если полная зависимость, да, то это может быть и не очень хорошо. Смотрите сами по своей ситуации, если вам это надо, то надо для чего-то. То есть, что будет происходить в результате действий двоих, мужчина будет проявлять и укреплять свою власть. Все. Далее. Возможно ли, что вы будете счастливы вместе, да? Ну, отшельник, да, возможно. Счастливы вы можете быть вместе даже в формате семьи, но здесь должно быть, знаете, как мудрость. И эту мудрость здесь должна проявлять больше женщина. При мудрой женщине здесь можете быть вместе. Если женщина здесь перегнет где-то, может быть, с гордыней, вот она. Ну, у нее все-таки это гордыня здесь, да, это гордыня. Ну, тогда будете вместе, но на дистанции, да. Да, это возможно. Можете ли вы быть вместе, да? А будете ли вы вместе? Здесь мужчина может уйти, риск, да, вот все-таки, да, и женщина может уйти. Тут, знаете, как мудрость обоих, но учитывая то, что мужчина и умный, и мудрый, и энергичный, у меня такое ощущение, что женщина здесь все-таки больше будет играть эмоциями мужчины. Все-таки будет играть на эмоциях. Поэтому, ну, как бы здесь мудрость женщине нужна для того, чтобы не переиграть, а мужчине понять, что женщина играет. Любит ли он вас и она вас? Вот ее карта на любовь, а вот его карта на любовь. Любит ли она? Ну, она любит лидера, который будет побеждать, завоевывать. Поэтому она хочет быть зависимой от него, но чтобы ее постоянно завоевывали, добивались, да.
Ну, такая модель, да. И любит ли он? А он любит, ну, как бы, быть победителем и завоевателем. В принципе, возможно, у меня тут такое ощущение, что женщина здесь как бы виляет, да, хвостом. Не хвост виляет нею, а она вот виляет хвостом. Ну, а мужчина вот добивается, догоняет. Есть ли риски для женщины здесь? Какие? Ну, только если она устанет от этого, да. Она может до конца жизни так делать, да. А если это ее успокаивает, что ее добиваются, то это рисков никаких нет. А так вообще, ну, в принципе, мужчина может устать, да. Есть ли риски для мужчины? Ну, здесь измена только. Может быть, здесь очень ревнивый даже мужчина, да, для мужчины риски. Ну, или он может изменять. Но это для мужчины риски, поэтому тогда тут только, ну, женщина может, так, знаете, как иногда отмстить за изменить за что-то, да, за измену или за что-то такое, что она не может там простить. Ну, здесь, понимаете, вот когда женщина здесь виляет хвостом, мужчине это ревность, и чтобы вот женщина не изменяла, он будет усиливать власть, а женщине это нравится, и такая вот игра. Но женщина здесь попадает в зависимость некую такую, да, от мужчины. Ну, а мужчина здесь укрепляет свое эго какое-то, да, и здесь король, да, то есть он становится более сильным. То есть игривая слабость женщины выращивает в мужчине вот этого льва, зверя, а может быть даже там, в конце концов, тирана, императора или демона, да. Давайте посмотрим, во что перерождается женщина в этих отношениях, а во что мужчина перерождается. Женщина перерождается... Кстати, тройка пентаклей перевернутая выпала. Может быть и деградирует. Но смотрите, женщина таким образом как-то творчески растет. Но все-таки тройка пентаклей выпала перевернутая, вся колода прямая была. Ну, это как бы, ну давайте так скажем. Это дает ей какой-то там... какой-то творческий рост. Не знаю, как можно, да, манипулировать мужчиной и творчески расти. Ну... даже какое-то моральное удовлетворение, может быть деньги, да, он ей деньги дает, без проблем. Что дает это мужчине, да, и куда это ведет? Ну, он отдает деньги. Ну, он самоутверждается, а женщина получает материальный кайф и что удовольствие от жизни, радость жизни, так. Каждый так вот, да. Стоит ли быть вместе, да? Ну, тут иерофант пока да. Вы друг друга учите и разбегаться вам не стоит. Что решил каждый по поводу, да? Что решил каждый по поводу? Его и ее решение. Вот это ее решение. Ее решение брать или давать, распределять. Но, как минимум, женщине это выгодно. Мужчина здесь не бедный, и ей как бы... она от него зависит. Что решил он будет действовать, и он будет доращивать свою корону и свое эго. Ну и показывать свой ум, свои возможности, способности, свою власть и контроль над женщиной. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя. Обязательно нажмите лайк, дизлайк, напишите любой комментарий и не забудьте подписаться. Всем цьомки-бомки і папа, до зустрічі, все буде добре, от побачите.